Когда нас в очередной раз завалило снегом, у меня сдали нервы, и я решил купить себе электролопату для уборки снега. Отзыв специально сразу решил не оставлять, а вначале немного поработал, приноровился к лопате, и только после этого решил оставить отзыв. Сразу скажу, что иллюзий насчет того, что снег будет сам убираться, у меня не было. Но на самом деле я уже замучился кидать его лопатой, обычной. И начала очень сильно в первую очередь возмущаться спина. Как всегда в помощники мне напросился пес. Я думаю, что минусов при использовании лопаты даже больше, чем плюсов. Но в любом случае, я бы все равно ее купил для облегчения работы. И сразу же переходим к большому минусу. Это кабель, с которым постоянно приходится возиться. Он должен быть достаточно длинным. А раз длинный, значит запутывается и постоянно валяется под ногами. Тут же существует опасность, что вас может шибануть током. Таким образом, удлинитель должен быть очень качественным. Из плюсов то, что предусмотрено удобное крепление кабеля. Удлинитель можно просунуть в отверстие и закрепить на крючке держателя. Забыл сказать, что электролопата была фирмы Дека мощностью 1500 Вт. В деле себя лопата показывает неплохо. Снег швыряет далеко. Слежавшийся снег тоже берет, но сложновато. Больше она предназначена для свежевыпавшего снега. Неудобство заключается в том, что при перерывах в работе ее необходимо класть на землю, либо к чему-то прислонять. Жаль, что не предусмотрено никакой подпорки. Думаю, вы обратили внимание, что я пока поднял инструмент, в кабеле запутался раз 100. Чтобы снег не летел вперед, я приноровился его убирать под углом, небольшими участками, двигая лопату вперед-назад. Большой снег убирать можно, но приходится его убирать в несколько проходов. Я где-то за полметра опускаю электролопату, а затем двигаюсь назад, погружая ее в снег. В задней части лопаты есть зубцы, и когда ведешь лопату назад, зубцы согребают снег, и получается, что за тобой еще образуется буртик снега, который впоследствии тоже необходимо убрать. Водить лопату боком, как показывают в некоторых роликах, просто нереально. Во-первых, она сама не едет и приходится толкать за ручку. Во-вторых, приходится возвращаться назад. А это значит, в-третьих, приходится дергать кабель. Даже по минимальному снегу вести лопату боком не получается. Поэтому приходится убирать небольшими участками,
чтобы не забрасывать снегом территорию, которую уже очистил. При уборке необходимо учитывать направление ветра. Даже при небольшом ветерочке встречный снег будет лететь на вас. Вот и у меня небольшое изменение направления ветра, и все полетело в обратную сторону. Первая поломка. Неисправность возникла не в самой лопате, а в кабеле. Он был достаточно старый и переломился возле розеток. Очень эффективная электролопата себя показала при уборке снега с крыши. Здесь мне не приходилось снег таскать обычной лопатой, а с помощью электролопаты я направлял его подальше от постройки. Таким образом, все дорожки и двор не засыпались снегом и были чистыми. Так что, если вам придется чистить крыши, то электролопата здорово поможет. Вес лопаты около 4 килограммов. Но в процессе работы на нее налипает очень много снега и наледи. К концу работы она кажется очень тяжелой. Учтите, что после работы электролопату необходимо занести в тепло, где должен растаять снег. Причем даже после того, как снег растает, в ней находится еще много воды. Где она там скапливается, непонятно. Но я думаю, вы слышите, как она булькает при тряске инструмента. Поэтому досушивать ее приходится возле батареи. По итогам использования инструмента я пришел к выводу, что люди еще не изобрели более-менее совершенного мобильного инструмента для уборки снега. Электролопата лишь немного облегчит вам труд. Основные минусы – это электрокабель, в котором можно запутаться, и вы должны понимать, куда будет отбрасываться снег. Ветер, скорее всего, вам будет всегда препятствовать. Ну и для того, чтобы лопате не было скучно одной на улице после уборки, ее придется тащить в дом и там сушить. Подписывайтесь на канал.